Посмотрите, какая красота стоит. Это Троицкий храм. Церковь Троицы Живоначальной Николая Чудотворца и Василия Великого. Купола. На колокольне уже упал купол. Какой огромный. Жалко, приходит в упадок, но красивый. Проведем маленькую экскурсию по храму. С этой стороны находится алтарь. Это сам храм, где проходит служба. Это трапезная. Это колокольня. Дверь открыта. Зайдем в храм. Ой-ой-ой. Смотрите, какие полы. Толщина. Ой, такая красота. Смотрите, даже фрески сохранились на стенах. Арка. Ой. А смотрите, на верху-то как красиво. Роспись какая голубая. Как жалко такая красота. Может, когда-нибудь и восстановят? На всех стенах фрески сохранились. Идти, конечно, здесь опасно, но мы потихоньку пройдем. И здесь. Жалко, темно, не знаю, передаст камера. Большие даже фрески сохранились. Это небольшая трапезная. В трапезной находились пределы Василия Великого и Николая Чудотворца. Один кирпич позеленел, фресок нет, а вот там вход в колокольню. Кирпич уже обрушается. Красота необыкновенная. Вот какие храмы раньше строили красивые. И росписи. Смотрите, здесь стоят иконки современные. Люди ходят сюда. Здесь кладбище вокруг храма. Свечки зажигают, молятся. И в стене, вот видите, вот иконка семистрельная. Вот эта икона. А это иконка Иисус Христос. Вот лампадка стоит. Свечки зажигают. Но это алтарь. В общем, очень красиво.
такая здесь табличка стоит. Обращение к землякам, где захоронены на кладбище памятник участникам Великой Отечественной войны 41-45 год. Их дела и память о них будут вечно. И перечислены. Закрыт храм в 1930-х годах. Всем привет! Сегодня мы приехали на распаханное поле. Здесь стояла деревня. Кругом одни кирпичи и керамика. Вот кирпичи. Керамику покажу попозже, какая здесь встречается. Сегодня мы копаем четвером. Там вдалеке копает Тарас и сын его Даня. Здесь он копает Денис. У меня первый сигнал и находка. Посмотрите, какая красота. Я такую пуговицу первый раз нахожу. Орлянку. Красавица пуговка. И вся целенькая, с ушком. Ну, очень красивая пуговка. У меня есть орлянки, но вот именно такой у меня нету. Денис ходит. Еще комрад приехал. Иду и глазами увидела. Две копейки советы. Только в окислах немножко монетка. Ну так рытвины останутся, если когда ее почистишь. Вот такая вот керамика тут встречается. Жаль, разбитая. Какая-то бутылочка интересная была. Это после вазелина. Сиськи мазали коровам. Вот такая баночка глиняная. Я думаю, это чернильница, наверное, скорее всего, была. Ну, почти что целая. Краешки только обломаны. Вот такое красивое стекло. Посмотрите, какая красота. Ну, стекла тут много всякого. Тем более целая деревня распахана. Большая, 20 дворов было. Денис монетки нашел. Все по монеткам нашли. Ищем дальше. Прозвучал сигнал, и выпала мне монетка. Монетка царская. Это Николай I. Денежка. Заляпанная, конечно, вся. Но может почиститься. Вот хорошая монетка. Ходим по краю поля. Тут два комрада со мной. И у меня прямо сверху и монета. Это 1 копейка. Вроде хорошенькая. Почистится. Вот хорошая монетка. Сейчас был сигнал, и попалась мне такая интересная пуговка. Я первый раз такую нахожу. Виноградная веточка. Лоза. И целая. Погода разгулялась. Солнышко. Там ребята ходят. Прямо красота. На улице тепло. А у меня сигнал. И выпала такая красивенная монета. Это двушка капуста. 2 копейки СПБ. Отличная монетка. Первая большая.
Так и ходим по полю. У меня сигнал. И выпала монета. Александр II. Год не могу разобрать. По-моему, профильная такая монетка. Только почистить ее надо. Отлично. Ищу дальше. Вот небольшая яма. И выпал мне советик. Это 20 копеек рамочник. 1946 год. СССР. Ранние советы. Вот такое кованое железо здесь встречается. Это петля. А у меня монетка 3 копейки. Советик старого формата. Сзади вообще отличная монетка. А спереди, конечно, в окислах. Кругом здесь уже хожено, одни следы, но это и наши, еще комрады приезжали. Поле, конечно, большое, всем хватает. А у меня монета Николай II. 1/2 копейки, 1900 год. Николай II. Тоже вроде хорошая монета. Только все чистить надо, конечно. Вот такая здесь керамика встречается. Красивая, цветная. Говорят, богатая деревня была. А у меня монетос. И это 20 копеек. Рамочник. Ранние советы. Вот здесь, где лежит, прозвучал сигнал, и он был верховой. Пином я нашла его. И посмотрите, какая красота. Крестик. И целенький. И патина красивая. Замечательная находка. А я только помечтала найти крестик, и мне он выпадает. Да. Красота. Только вот здесь я нашла крестик. Смотрите, все исхожено. Ну, ребятами-комрадами. И у меня вот здесь вот прозвучал сигнал. И выпала чешуйка. И это серебро. Конечно, она затертая, но все равно чешуя. Конь сзади просматривается. Первое серебро. Вот такую штучку я красивую нашла. Звенела хорошо, думала монета. Но это от керосиновой лампы. Такие лампы керосиновые были. Я нашла из такого материала, но низа у нее нету. Но это похоже, низ. Он такой чашей был, как кубок. Вот такой красивый. Вот такое стекло. Ручку я почистила. Смотрите, какая красивая. Фарфоровая. Наверное, от кружки была. Или от, может, какой-то супницы. Вот такая вот конина замечательная. Даже с колечком. Интересная находка. Конины тоже бывают разные, интересные. Это украшение конской упряжи. И вот такую я пуговку нашла. С 4 отверстиями. И сзади на ней что-то написано. Какая интересная. Сергей. Они как бы именные, что ли, были. Тригорин. Сергей Тригорин. Именная пуговица. Представляете? Я уже не первую такую нахожу. Вот так вот. Какие пуговицы интересные. Даже именные есть. Вот там чешуйку нашла. Так и хожу здесь по одному месту. Хоть здесь все истоптано. Ну, пропускили, что ли? Попадаются сигналы. Вот у меня выпало 3 копеечки. Только она немножко погнутая. Герб у нее старого образца.
Тоже находка, и тоже монетка. Так, надо еще тут покружить. Может, здесь еще чешуя есть? Опять монета. И это 3 копейки. И чешуя, и советы. Разные монетки встречаются. И разных времен, и разных веков. Ко мне подошел комрад Максим. И посмотрите, сколько он монет нашел. О чем я мечтаю? 3 копейки серебром. Какой год-то? 40-й вроде. 40-й. А поле выбито, перевыбито. Николай Первый. Крупная еще такая. Классная монета, как пятак екатерининский. И здесь у нее много монеток. Это капуста. Александровские 2 монетки нашел. Посмотрите, какая буква А красивая. Копейка. Копейка. Александр II. А еще у него есть здесь одна польская монета. Это как она называется? Значит, Ее плохо видно. Николай II. А называется она пеня. пени. Мыть ее, конечно, чистить надо, все в земле. Перевернуть ее, да. И Не знаю. Выпало мне 3 монетки. Конечно, они, посмотрите, в каком сохране. Все в окислах, налетах. Это 3 копейки, 15 копеек рамочник и 20 копеек рамочник. Год даже не знаю какой. Ну, 3 копейки-то это вообще убитая монета, не очистится. А вот эти-то рамочники еще можно почистить. Вот сейчас из этой ямы прозвучал сигнал, и мне выпала монета. Конечно, я вот ее долго тут рассматривала. Она такая подубитая, но вензель просматривается. Это или Екатерина, или Елизавета. Не знаю, уж почистится монетка, не почистится, в налете она в каком-то. Ну, вот монетка такая попалась, старая. Уже солнце на закат, поднимается туман. На улице тепло, а я нашла вот такие бутылочки, хочу вам показать. Это уксусник, целая бутылочка попалась. Она без надписей, но она небольшая, маленькая, средняя такая. И вот такая масенькая мне попалась, маленькая совсем бутылочка. Копала сигнал и выкопала вот такой бутылек. Всем пока-пока, до новых встреч!